Мэри Лансард есть еще отличный метод посмотреть на работу в зеркало или сфоткать и отзеркалить на телефоне, особенно с портретом. И фигуры очень заметны искажения, это правда, если рисунок страдает. А вот если цветности не хватает, Вячеслав, что делать? С рисунком все хорошо, с композицией неплохо, с тоном попадаю. А вот разноцветие где взять? Это только когда с натуры многообразие видно. Но недолго. Ну, с натуры, так и писать надо с натуры, естественно, а с фото или каких-то там референсов, модное слово. Что там увидишь? Так, неопытному глазу и новые кисти, кривым рукам не хватает времени все схватить сразу. То облачка, то дождик, то солнце убежало, и все уже иначе. Быстро все меняется. Что посоветуете? На натюрмортах дома тренироваться? Спасибо вам за ответы. Спасибо вам за вопросы, друзья. И вы задавайте вопросы, давайте поможем Мэри Лансард. Что делать? Гнаться за изменяющейся природой или не гнаться? Вечный вопрос у художника. У всех по-разному выходит. Кто-то гонится. Я часто гонюсь, кто-то не гонится. Но в любом случае мы пишем изнутри. Правда? То есть мы схватили вот это состояние, которое, например, сейчас, вот оно потом изменится, но сейчас схватили. Так, лучше, конечно, маленький размер, один способ. Мы быстро его можем окучить, этот огородик тяпочкой. А большой огород, конечно, нужно больше времени, все поменяется, уже вечер. И вот тут, ну, как Мане, он в 12 часов дня один холст ставил, в 3 часа дня другой, в 6 часов третий. И если не успевал быстро справиться, окучить, на следующий день так же. Ну, если погода такая же, ну, Франция, там солнца много. Если успели схватить состояние, вот почему надо писать быстро, и состояние по большим пятнам, по большим массам все раздраконили, заложили, бум-бум-бум, там 3-5 пятен, то вы в них живете, несмотря на то, что облака набежали или наоборот исчезли. Можно рискнуть довести эту работу в том состоянии, в котором вы начали. Друзья, подсказывайте. У меня, например, я гонюсь, мне интересно писать. Изменяющийся мир, я за ним следую и пишу, как бы ухватываю дальше, что происходит. Мне сам процесс интересен. У кого как. И что-то в итоге получается среднее, да? Но главное, что ты уже живешь в холсте, уже поселился там и развиваешь это дело, ну, насыщаешь деталями и так далее. Потом меньше лучше писать, меньше деталей, проще. Вообще живопись — это удивительная история, но у каждого, наверное, художника это путь к простоте, к уменьшению, к какой-то локальности, к минимализму. Ну, по крайней мере, у меня так. Разноцветие где взять, да? Так у природы, как есть, так и пишите. Тут еще одна деталь. Часто работы не получаются, потому что мы настолько привыкаем к мотиву, настолько его прям вот списываем с натуры, что вот это стремление точно передать абсолютно то, что ты видишь, оно иногда затмевает вот эту фантазию, фантазийность, и ты становишься рабом вот этого мотива. Какой-то баланс нужно найти. Вспоминая, что я все-таки творю, я создаю новую реальность на основе того, что вижу. Использую те тональные отношения, а в цветовых более свободен я. Ну вот попробуйте так. Геннадий Канелюк, Восток — дело тонкое, наитончайшее, творческий вкус редкостное в человеке, психофизическое крутое состояние личности. Многие художники не получили это, нет у них вкуса, да? Потому и страдают от неумения и неудовлетворенности. Я разбил свой творческий процесс на 3 этапа. Думаю со вкусом, замазываю без суеты и снова думаю со вкусом. Интересно. Перед тем, как брать кисти в руки, я тщательно анализирую, могу обдумывать 10 раз композицию.
Думаю, с чего начать живописание, это очень важный этап. Второй этап – замазывание холста. Это ремеслуха, это опыт. А вот затем начинается третий этап – ликвидация лишнего, несущественного, добавление декоративности и дизайна. Подключается окончательно тот самый вкус, ибо живопись требует от мастера превратить хаос мазков в совершенное произведение искусства. Третий этап может быть коротким, может длиться месяцами. Добавлю еще и годами. Прекрасно вы описали ваш ход работы, Геннадий. Спасибо вам большое. И заметьте, что каждый этап интересен. Мне казалось еще по первости, когда учился, что вот замазывать, это вот надо этап пройти. Построение, замазывать. А самое интересное, когда ты начинаешь уже писать, там, детали. Но я по ходу жизни и приобретения навыков начал получать громадное удовольствие и от всех этапов живописи, и от замазывания тоже. То есть ты начинаешь писать, вот это прикосновение, уже какая-то внутри, я не знаю, магия происходит. То есть ты очень сильно возбужден, в таком экстатическом состоянии находишься, не сексуально, творчески возбужден. Просто вот много энергии, как бы вот тут начинает что-то происходить. Ты сам едва успеваешь, как один мне написал, вы вообще успеваете за своими мыслями, когда пишете. Вот ты едва успеваешь, тут оно само происходит. Абсолютно с вами, Геннадий, согласен. Вкус – это просто вот вершина. Художник, в принципе, может все написать, и даже в любом стиле. В принципе, да, если так, есть какой-то навык. А вот вкус, как вот он у нас у всех разный, мы прилепляемся к какому-то вкусу, течению, нравится нам, например, там, глаза там, женщины, девушки подкрашивают очень сильно. И в этом направлении идет развитие. Примеряется так, посильнее, синим, губы, например, почти черные. Такой вкус. И идет развитие, и она приглядывается, девушка, как она вообще сама себе, нравится или нет. Иные застревают в этой черной краске, да, в губной помаде, да. Белым ресницы можно подмазать, тут всякие. Помните, раньше, свеклой, конечно, это Марфушенька-душенька, а вообще было же такое, когда здесь прям такие скулы прям втирали, прям, как они называются, я не знаю, как это втирка называется. В общем, вы понимаете, девушки, втирки вот эти, прям, скулы так, отчеркнуты зачем, плечи там вот, вкус, помните, гигантские плечи. У девушек были такие, прям, как у Жаботинского. Нравилось, видимо, многим. Такая мода, такое развитие. И так далее. Дырки на штанах, это уже модно, это круто. Это вообще надо себе дырки продырявить. А вот почему, например, будучи в Риме, императоры заказывали статую себя, любимого. Голые, они же бегали там на этих самых, на состязаниях. Голые абсолютно. У них на шнурочке, такая подвязочка на это самое, на Писюркевич такая одевалась, не знаю для чего. Говорят, что чтобы, не знаю, чтобы там как бы гигиена или эрекция вдруг во время бега. Да? Да ладно. И я заметил, что перчики у них, какие-то несоразмерно коротышечные. Почему? Кто ответит? Скульптур я имею в виду, у этих красивых, этих нейронов. Да, понятно, у них был культ тела, и чем красивее, тело, тем он как бы весь сам богаче духом, считалось так. Но почему такое маленькое тельце они себе лепили? С чего? Я не понимаю. Может быть, это тоже дело связано со вкусом всего лишь, а не с чем-то там, о чем-то я там подумал. Просто вкус скульптора. И у всех причем, да? У всех остальных тоже. Никакой даже соревновательности в этом смысле вообще не было. Почему? Друзья, я напомню вам, что я запустил новый курс «Цветение персика». Он из 5 уроков состоит, и у меня к вам предложение. Мы будем рисовать. У меня на сайте выложен бесплатный урок акварелью, один из этого курса. Вы заходите на сайт, регистрируетесь, там фамилию, имя написать и почту, и получаете доступ к этому бесплатному уроку, рисуете
пишите акварелью, водными красками, любым материалом, хоть маслом пишите. И присылайте мне свои работы. Под этим видео, которое вы будете смотреть, посмотрите, там есть поле, в которое вы вкладываете свой файл. Я их просматриваю, выставляю вам оценки, вы это видите. И 10 числа я выбираю 3 лучших. Самому лучшему автору будет дан доступ к расширенному пакету этого курса. 2 другим, наилучшим, я даю доступ к базовому пакету. Так что начнем этот небольшой конкурс. 10 числа будет итоговая наша встреча, где я объявлю лучших. Предлагаю участвовать. Будет интересно и познавательно. Давайте заниматься серьезно. Олег Ник зашел на сайт, а поле для регистрации не нашел. Поясни, пожалуйста, шаги. Сейчас тогда я телефон наведу на экран и объясню. Друзья, вот главная страница моего сайта. Кстати, здесь мы изменили, и здесь вы можете посмотреть работы, которые я предлагаю к покупке за 50% их стоимости. Ну, здесь в ленте они есть. Возвращаюсь назад и заходим в школу живописи. Здесь мы видим новый курс цветения персика. Перейти к курсу. Переходим. Так, и вот здесь, ну, что это такое? Вы можете прислать работу на конкурс. Прочтете эту информацию. Я выберу лучшие работы. Посмотреть первый урок. Вот, попадаем в первый урок. Нажимаем. Смотрим урок. Вот он. Так, вы остановились. Ну, это я раньше заходил. Это урок. И под ним пришлите свою работу на конкурс. Присылайте. Выбрать файл. Вот такая история. Что здесь еще есть интересного? Давайте крутанем назад, чтобы вы, уж раз мы зашли на сайт, то и увидели вообще, что здесь есть. Кроме школы живописи, галерея картин. Вы можете зайти в разных жанрах моей картины. Ну, давайте нажму. Вот смотрите, портреты, пейзажи, фигуратив, натюрморт и так далее. Это папки. Натюрморт малый, например. Ну, пейзаж. Так, еще малый пейзаж у нас где-то. Вот он. Нажимаете. Я сюда выложил, обновил очень много новых работ. Вы можете посмотреть их. Ну, в общем, вдруг кому-то что-то понравится, присылайте. Договоримся. Так, и опять на главную. Ближайшие мастер-классы. Вот, 8-10 августа Гурзуф. Здесь о нем написано. В октябре Гарда. Новые локации. Тоже можете посмотреть. Рим. Опять в октябре. Ну вот такие пироги.